Вы на канале Смачно. Если вы любите экспериментировать на кухне и создавать свои неповторимые букеты специй, то в вашу копилку еще одно видео. Ароматная соль – это великолепный способ мгновенно преобразить блюдо, добавив ему не только вкус, но и глубокий аромат, а также изысканный визуальный акцент. Главное правило – это финишная соль. Ее не добавляют в кипящий суп или при долгом тушении, иначе цвет и аромат улетучатся. Ею посыпают блюдо строго перед подачей. У меня сегодня малиновая соль и базиликовая из двух сортов. Малиновая соль имеет тонкий, почти парфюмерный аромат спелой ягоды и потрясающий розовый цвет. С нее и начнем. Свежую спелую малину протираю через сито, чтобы получилось только нежное пюре без косточек. Замороженная малина работает здесь ничуть не хуже. У меня получилось 100 грамм сока малины. Всыпаю к нему 200 граммов крупной морской соли, перемешиваю. Можете использовать соль мелкого помола. По густоте я смотрю, что сока у меня многовато, поэтому я добавлю еще 50 граммов соли. Перекладываю все в блендер и пробиваю всю массу. Это не для того, чтобы измельчить кристаллы соли. Так соль лучше и равномернее пропитается ароматом и вкусом малины и получит равномерную окраску. Перекладываю массу на противень, застеленный пергаментом, и распределяю тонким слоем. Посмотрите на этот яркий цвет. Очень жаль, что камера не передает аромат. Пока убираю в сторонку и готовлю базиликовую соль. У меня большой пучок базилика. Снимаю только листочки. У меня их получилось 50 граммов. Отправляю их в блендер и немного измельчу. Затем всыпаю 200 граммов соли и пробиваю все вместе. Это опять-таки для того, чтобы высвободить максимум эфирных масел из зелени, которые соль впитает. Вот этот равномерный цвет и непередаваемый аромат. Перекладываю на противень, распределяю и тоже пока уберу в сторонку, чтобы приготовить следующий вариант. Здесь у меня фиолетовый базилик, его еще называют реган. Использую одни листочки, их у меня тоже 50 граммов. Отправляю в блендер, измельчаю. Всыпаю 200 граммов морской соли. Снова все пробиваю. Соли вы можете добавить больше или меньше, в зависимости от того, насколько насыщенный вкус и цвет вы хотите получить на выходе. Конечно, в случае с реганом не получится такого яркого и красивого цвета, но высохнув, соль станет более благородного оттенка. Вот теперь отправляю все 3 противня в духовку. 70 градусов, верхний и нижний нагрев плюс конвекция, примерно на 1 час. Может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Соль должна полностью высохнуть. Можете пару раз за это время ее перемешать. Если у вас нет конвекции или дверца духовки сильно запотевает, то оставьте ее приоткрытой, вставив лопатку. Прошел час. Базиликовая соль полностью готова. Я ее достану. А малиновая еще влажная, так как в ней изначально было очень много жидкости. Соль остыла, и сейчас ее можно просто пересыпать по баночкам, подписать и убрать в шкаф подальше от солнца. Как я уже говорила в начале, эти виды соли финишные, поэтому я хочу ее немного измельчить, чтобы не было очень крупных кристаллов. Малиновая соль невероятно сочетается с уткой, особенно запеченной со специями, стейком из говядины или свиной вырезкой. Отлично подходит к салатам с зеленью, особенно рукколой и сыром. Посыпайте ею блюдо непосредственно перед подачей на стол, чтобы сохранить и эстетику, и весь букет запахов. Базиликовая соль имеет очень яркий перечный аромат с лимонными нотками, идеально сочетается с томатами и оливковым маслом, с любой пастой или ризотто, с курицей, индейкой или рыбой, ну и, конечно же, овощами на гриле. Но помните, что базиликовая соль – это финишный штрих перед подачей. Какая вам приглянулась больше, ягодная или пряная? Пишите в комментариях.
А если хотите найти варианты ягодных и овощных соусов, то видео смотрите в этом плейлисте, там есть чем поживиться. Вдохновляйтесь моими идеями, не забудьте поставить лайк этому видео и подписаться на канал. Смачно!